Камера видеонаблюдения с AliExpress, магазин J. Craftsman. Новинка, на наклейке ее модель. Указано уже, что имеет два объектива и какие объективы установлены, также указано. 3,6 мм и 8 мм объектив. Юзер админ и пароль админ. Это говорит о том, что камера у нас с приложением Camhai. Camhai Pro многие пользуются. И там хорошая аналитика. Камеры для этого приложения идут с хорошей аналитикой. В общем-то, универсальная камера. Указано, что это Wi-Fi камера, но она также может работать и по кабелю, имеет OnVIF протокол и совместима практически со всеми регистраторами всех производителей, которые поддерживают OnVIF протокол совместимости. Вот такая вот камера. По сути, это камера с двумя объективами, с гибридным цифровым зумом. Камера может приближать объекты, можете приближать такой себе бюджетный зум. Не оптика, но также эффективный. С потерей качества, правда, картинки, но все равно зум на хорошее расстояние может приближать. Кнопка сброса к заводским установкам и слот под карту здесь. Кнопка нажимается с помощью вот этого вот удлинителя на пробке. Устанавливаем сразу карту памяти. Карту памяти можете до 128 гигабайт использовать. Наверное, идеальный вариант на 64. Тогда камера будет, любая, наверное, адекватно себя вести. На 64 и установлю. Можете заказать в комплекте, выбрать камеру и с картой памяти. Слот идет по умолчанию. Можете без карты заказать и свою дома установить. Полностью пластиковый корпус идет. Ну, пластик сейчас проверенный, поэтому никаких тут проблем нету. Камера поворотная. По горизонтали, по вертикали ты можешь ей управлять. И здесь заглушка. Есть вариант там же на странице продавца. Ты можешь выбрать 4G вариант камеры. И здесь будет находиться 4G модуль со слотом под сим-карту. И эта камера будет с 4G, будет работать у тебя по сети мобильного оператора. В том месте, где у тебя нет интернета, а есть сигнал мобильного оператора и интернет есть у этого мобильного оператора, ты можешь установить и 4G камеру там использовать. Динамик, ты можешь говорить в камеру, микрофон, можешь слышать. Короткий кабель такой. Ну, скорее всего, задумка какая, что это потолочный вариант. И ты запустил сразу же в потолок, и под потолок вот это все, и здесь оно недалеко. Счет, чтоб на стену крепление, наверное, настенного нету. Давайте посмотрим дальше, что здесь у нас в комплекте. Двухсторонний скотч вырезанный, уже готовый. Также ты можешь на потолок на скотче сделать крепление. И здесь есть, да, здесь есть какой-то набор, конструктор небольшой есть. Давайте посмотрим. Муфта на RJ45 можешь герметизировать, если камера по кабелю будет работать. Крепежный элемент дюбели можно использовать. Винты. Здесь без винтов, наверное. Вот так вот. Ну, понятно, это потолочный вариант, потолочный кронштейн. Ты его винтами к потолку прикрепляешь, потом набрасываешь камеру и проворачиваешь. Производится фиксация. Здесь ничего сложного. Вот это у нас просто... Что у нас просто? Что это такое? Что это такое? Напишите в комментариях. Мягкое, что-то такое красивое. Куда-то подушка. Куда эта подушка идет, я не пойму. Так, стеновое не предусмотрено. На отводах кабеля блок питания 12 вольт, камера без POE. И имеется кнопка сброса также, дублирующая. Или там, которую желательно заглушить. В комплекте идет инструкция. И, в общем-то, все. Инструкция Wi-Fi 4G Version. И для этих камер подключение. В общем-то, тут все. Сложностей особых не возникает. Приложение сразу устанавливайте. Camhai или Camhai Pro. Кому что нравится. Одноплатформенное приложение. Просто в Camhai Pro обновленный веб-интерфейс. Сделать любую 12-вольтовую камеру
POE камерой по одному кабелю 48 вольт можно использовать POE сплиттер, который продается отдельно на AliExpress, и двумя движениями мы делаем из любой 12-вольтовой не POE камеры, делаем POE камеру. Один кабель я подключаю, запитываю от вашего POE видеорегистратора, POE коммутатора 48-вольтовой системы POE. Сюда тянешь кабель. Ссылки на все устройства, которые я вам показываю в своих видео, я оставляю в комментариях и в закрепленном комментарии в описании. А также все, что я вам показываю, продаю вам на своем телеграм-канале в Украине по цене закупки AliExpress. Показал, ты посмотрел, нравится тебе, связываешься со мной, в Телеграм заходишь, я захожу к тебе в личку и договариваемся. По цене забираешь AliExpress. Блока питания в комплекте нету, поэтому здесь нужно учитывать. Ну, что-то в основном в POE камерах не комплектуют блок питания, но здесь нету. 12 вольт 2 ампера беру, подключаю в розетку. Камера тестируется, видно, светятся ее инфракрасные светодиоды. Вверху 3 инфракрасных и внизу 3 белого свечения светодиодов. Под линзами будет, наверное, тестовый режим, камера будет вращать головой. Ожидаем, а пока устанавливаем приложение. Если установили, да, быстро, шустро причем. Ого, ничего себе. Шустряк такой. Camhai Pro. Открываю. Список устройств пустой. Изначально, если у тебя нету камер. Какое-то время еще ожидаем. Никаких звуков, ничего. Камера не выдает себя. Жмем плюс. IP-камера. Если 4G, то 4G. Щелкнул еще ИК-фильтр, и камера вот отвернулась в другую сторону. Жму IP-камера. Новое устройство. Рекомендуют сброс сделать. Включите устройство, подождите 30 секунд. Ну, загрузку, да. Прошли. Можно и по кабелю сразу подключать. Можно нет доступа к сетевому кабелю. Перейти к добавлению. Второй вариант. Просят сканировать QR-код с наклейки на устройстве. QR-код с ID камеры. Готово подключить. Процесс проходит через точку доступа. Камера выступает как точкой доступа. Смартфон подключается сейчас к ней. Делится с ней паролем Wi-Fi роутера. Роутер. И пароль доступа по Wi-Fi к роутеру. Вот такой вот звук прозвучал. Подключилось к сети новое устройство. Прислал мне уведомление мой роутер. Прописывайте имя камеры. Камера в сети. Измените пароль. Понятно. Да. И нужно присвоить сложный пароль. И это будет пароль твой. Доступа на камеру. Пароль безопасности. Готово. Пароль присвоил. Камера перезагружается. Написано. Ну, вроде и не перезагружается. Ну, здесь подсказки. Понятно, понятно. Камера в сети. Широкий угол довольно-таки. SD качество HD. В общем-то, по подключению камеры все понятно. Далее, к примеру, ты по Wi-Fi ее настроил. И кабель от роутера. Переключение на роутер происходит автоматом, то есть на кабель. Автоматом, когда ты кабель подключил в разъем камеры. Камера, видите, раз пропадает и потом опять появляется в сети. Не подключена. Сейчас она переподключается на кабель и будет работать по кабелю. Не нужен кабель. Ты отключаешь кабель от камеры, и она, вот сейчас подключилась она по кабелю. Соответственно, скорее всего, другой IP-адрес присвоен камере. Отключаешь кабель, камера запоминает роутер, к которому ты ее первый раз подключал. Все настройки сохраняются. Протягиваем вниз, обновляем список устройств. И камера в сети уже работает по кабелю. И уже, видите, в HD качестве. Загрузилась автоматом. Повороты. Повороты. И картинка одна с камеры. Не путайте камеру с две в одной. Это камера одна. Одна в одной, но с двумя объективами. Получается, что у нас одна картинка, но имеем возможность просто зума. Вот, что-то я здесь кликнул. Или резкое переключение с объектива на объектив. Что-то такое есть. И вот плавный зум.
с переключением между объективами он будет происходить, но он плавный по типу оптического, но это не оптика. Вот видите, резко раз и перешла на объектив 8-миллиметровый. Раз на 3,6. Чем больше приближаешь, тем больше теряется качество, но такая камера вот за такую стоимость имеет такие функции. Картинка на улице из приложения. На смартфоне картинка со звуком. Сейчас воспроизводится вот звук. Отличное качество просмотра вот на приложении. Что мы здесь можем взять? Поуправлять камерой. Понятно, но также можно это делать и с видеорегистратора. Кстати, на видеорегистратор добавилась она по OnVIF протоколу. Порт 8080, заходишь в поиске видеорегистратора в домашней сети, XMI-евский мой находит ее, также ваш Hikvision найдет, и Dahua по OnVIF протоколу найдет камеру. Также управлять можно. Заходим в настройки, и что очень порадовало, что даже с видеорегистратора можно зумировать картинку. Вот. Совместимость есть по OnVIF. И смотрите, какая картинка получается. Ну, это уже переключилась она на 8-миллиметровый объектив. Нельзя сказать, что дальнобойная, суперзум, там ничего ты такого не получишь. Но вот так вот можно. Так уже видно, что там далеко номера не различить, и в проезжающих автомобилях также ты номера не зафиксируешь. Но вот, смотрите, сейчас засветка от солнца, а вот так вполне таки возможно, когда номера, камера прямо смотрит на автомобиль. Это где-то на расстоянии 20, наверное, где-то 20-30 метров. И также отдаляем зум. Все это с видеорегистратора можно делать. Так вот изначально 3,6 мм, ну получаем широкий и хороший угол. Немного даже есть рыбьего глаза, но это не критично. Глазу это незаметно, если не присматриваться. Но это даже хорошо, потому что изначально широкий угол захвата. Ты можешь картинку поставить вот так, оставить. И вести запись она будет на жесткий диск видеорегистратора или же на карту памяти в смартфоне, то есть в камере. Кстати, вот определила человека и включила запись на жесткий диск видеорегистратора, то есть подала команду регистратору. Полная совместимость по людям. Видеорегистратор с камеры будет писать тревогу по людям, чисто по людям. Вот сейчас ничего не фиксирует, она там его в тени, вот он ходит козьими тропами. С приложения также свои моменты, вот переключение. Сразу на 8 переключил, картинка сразу становится, ну, вдали и четкая. Дальше просто и четче берет. Возможность переключения вот сразу на 3,6 мм. Ну, это такие моменты. Здесь вот основные значки. Перевернуть картинку, приближение и фокус отдаления. Ну, как-то вот здесь можно еще так фокусировать и приближать. Предустановки, пресеты ты можешь сделать, задать, повернуть камеру, сохранить картинку в том месте и потом кликнуть по картинке по этой, несколько картинок таких сделать, поворотов. И она будет переходить туда. Регулировка громкости, громкость динамика микрофона, настройка изображения. Также ты тут все можешь с приложения делать, не нужно в веб-интерфейс там на компьютере заходить. Кстати, P2P, аж High P2P клиент. High P2P клиент. Программа для удаленного отслеживания на компьютере. И также в домашней сети, именно с ПК. Режим ночного видения, также интеллектуальная обычная, ну, 3 ночных режима, как привыкли, по людям будет включать. И интеллектуальное отслеживание, что интересно. И смотрите, есть возможность с зумом следить и без зума. Включаю я мобильное отслеживание. Вот эта нижняя галочка, это при слежении приближать людей или не приближать. Вот давайте посмотрим, как это будет происходить. Камера ждет человека для слежения. За автомобилями не следит. Пока ждет человека, на шестеренку нажмем и зайдем в настройки камеры. Настройка беспроводной сети. Понятно, там роутер, можно с роутера на роутер переключать. Пароль ясно, управление сигнализацией
и получение тревоги именно на смартфон, если нужно тебе оповещение по человеку. Вот ты поставил, и будет тебе по человеку приходить уведомление на смартфон удаленно из любой точки мира через интернет. Все это делается. Взял с собой смартфон, включил мобильный интернет, камера осталась дома, также она подключена к интернету. И все это внутри интернета происходит. Где бы ты ни был, тебе будут приходить уведомления, и ты можешь заходить на камеру, управлять ей, следить, менять все настройки. Вот как здесь я вам показываю. Сигнал тревоги срабатывать при обнаружении именно включения тревоги. Звуковая сигнализация может по обнаружении интенсивного звука написано, ну какой-то резкий звук, там стекло разбилось или авария на перекрестке, тоже может включить запись и писать. Кстати, АИ-будильник. Интеллектуальная тревога, тип идентификации признания гуманоидов именно по человеку, распознавание человеческого транспорта, после изменения перегрузится вы... Да, вот видите, даже в этой камере есть человеческого транспорта распознавание. То есть по автомобилям она также может работать. Тогда исключаться, наверное, гуманоиды. Ну, давайте посмотрим позже. Сейчас у нас стоит слежение за людьми. И, ну, очень приятно, что такое уже в этой камере есть. В такой вот с двумя глазами. Чувствительность понятна. По тревоге, то есть по расписанию настройку тревоги ставить. Захват на карту памяти. Запись тревоги на карту памяти, когда сигнал будет выводиться, срабатывать сирена будет из динамика, когда человека определит «не ставлю». Сигнал тревоги на электронную почту можешь настроить, на FTP сервер можешь настроить, на FTP также поддерживает. Настройка видео по потоково здесь. С видеорегистратора из настроек видеорегистратор показал, что это 4-мегапиксельный вариант камеры, 15 кадров в секунду по максимуму. Здесь больше не получится. Ну и здесь вот в приложении ты просто можешь ознакомиться. Скорее всего, изменить здесь ничего нельзя, просто ознакомиться. Настройки звука, понятно, громкости. Запись плана на SD-карту включить. И это именно тот пункт, где ты включаешь запись на карту памяти, и именно здесь включил или выключил, и какой поток писать, дополнительный или основной, или по расписанию. Настройка времени устройства, здесь свой часовой пояс поставь обязательно, потому что если ты синхронизацию времени с устройством, с телефоном сделаешь, то все равно сбрасывается. Пояс нужно выставить свой обязательно, тогда сохранится правильность. Начальная настройка, вернуться к заводу или перезагрузить удаленно, информация об устройстве, там все. IP-адрес камеры, вся информация. И о прошивке. Если будет новая прошивка, туда заходишь, смотришь, обновлять можно. Удаление устройства из твоего аккаунта. Кому-то камеру отдаешь, удалил, и человек ее перепривязал к себе. Камера отработала целый день по слежению и сразу с минусов. Вариант, где нижнюю галочку включили и камера использует цифровое гибридное зумирование, ну, в моем случае работает неадекватно. Не знаю, может из-за того, что на небольшой высоте камера стоит. Но заметил я, и скорее всего это, ну, как бы недоработка. Я не знаю, где они тестируют, и тестируют ли камеры вообще. Что получается? Камера видит человека и сразу резко переключает на второй объектив с 3,6 на 8 миллиметров. Он пропадает из объектива, то есть она его, получается, сбивается с центра, она резко приблизила и не видит его. Ну и теряет дальше, соответственно, процедура заканчивается, слежение на этом. Нету плавного перехода, вот как плавно мы зумируем, приближаем, вот вручную, так сказать, с приложения или с видеорегистратора. Плавности нету. Резкий переход с объектива на объектив, и все. Если бы плавно она приближала объект, идеально было. Она успевала его держать в центре, следить, все остальные моменты. Прошлая камера, кстати, там где 3 в одной, тоже нижняя с 2 объективами, также следила. Выключаю я галочку слежения, то есть зум при слежении, и следит камера нормально. Без зума следит отлично. Целый день следила за людьми. Успевала за быстро пробегающими людьми, то есть тут будет нормально. Только зумом включаешь, ну, нужно пробовать, если вы приобретете эту камеру, может там со 2-го этажа, то может она будет
нормально работать с зумированием. Но вот у меня, когда на росте человека, там на 2 метрах она установлена, то и не на небольшой территории не получается так сделать, чтобы адекватно работало слежение с зумированием. Чувствительность нормальная, не супер чувствительная камера с определением человека, но вполне таки на ее ценовой диапазон нормальный вариант. Включил я по автомобилям, и что при этом получается? Фиксирует камера автомобили, ведет запись на карту памяти по проезжающим автомобилям, включается запись на жесткий диск видеорегистратора также по автомобилям. И остается также определение человека, камера следит за человеком. Соответственно, также и запись идет по слежению за человеком. За автомобилями не следит, просто их фиксирует. А за людьми и фиксация, и слежение при этом происходит. То есть ты можешь одновременно включить и люди, и автомобили. Ночная картинка, также радует с этой камеры, вполне таки адекватный, нормальный вариант. Также работает слежение за людьми в ночном режиме, можно в черно-белом оставить слежение. Также на большое расстояние она отслеживает человека ночью, как и днем, в общем-то. Нету такого, что днем лучше, ночью хуже. Примерно все одинаково. И переходит также в цветной режим, если тебе нужно. Включает свои яркие, очень такие яркие белые светодиоды. Освещает хорошую территорию и следит за человеком со включенными светодиодами, если ты поставишь интеллектуальный ночной режим. Плюсы: камера Wi-Fi, камера может работать по кабелю, камера может совместимо быть с видеорегистраторами. То есть смело ты можешь ее брать, будет она подавать команду на видеорегистратор по людям, по автомобилям или же по всем движениям, что ты поставишь. Также можешь управлять, камера поворотная, вверх-вниз, влево-вправо. Так, как и с приложения одиночное, если ты будешь пользоваться камерой как одной. Также и с видеорегистратора также можешь управление вести. Программа на компьютер также можешь поставить и удаленно заходить на камеру или из домашней сети, или удаленно, и также выделить папку для хранения видео. Камера облачная, можешь облако подключить, и камера будет на облако сохранять видео и аудио. Аудио также нормальное, с камеры без вопросов. И можешь в динамик даже говорить с приложения на камеру, какие-то фразы передавать. В общем-то, камеру можно брать за ее стоимость, тем более сейчас акция, заходите и приобретайте, кому понравилось. Всем удачи, до следующих видео. И эта камера продается по цене AliExpress. Не забывай, в Telegram заходи, в Украине отдам тебе ее по цене AliExpress. Всем удачи, до следующих видео.